Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собраны лучшие видеокарты NVIDIA, которые можно купить в 2024 году. Сложная штука эти видеокарты. Какое-то дорогое железо за кучу денег, от которого зависит большая часть производительности ПК для игр, работы, графики, монтажа и так далее. Если вы подыскиваете себе видеокарту в новую сборку или хотите обновиться, а разбираться во всех этих параметрах сложно, да и желания нет, можете посмотреть этот рейтинг. Тут я отобрал 6 актуальных видеокарт NVIDIA, которые можно купить в конце 2024 года и не прогадать. Предупреждаю сразу, совсем бюджетных моделей типа за 15 тысяч рублей нет. Не то чтобы я не захотел такие добавлять, их просто сейчас в природе не существует, если говорить о рынке новых видюх. Поэтому в рейтинге отобраны современные модели под разные задачи, от офисной нагрузки до 3D моделирования. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 6-м месте рейтинга AFOX NVIDIA GeForce RTX 3050. Долго думал, стоит ли добавлять ее в рейтинг, и все-таки решился, потому что в конце 2024 года, кроме RTX 3050, из бюджетного сегмента рассмотреть просто нечего. В первую очередь тут 8 гигабайт видеопамяти. На данный момент это можно считать минимумом, который указывают разработчики игр в системных требованиях. Память неплохая, с частотой 14 тысяч МГц и шиной на 128 бит. Шина, кстати, серьезно влияет на производительность видюхи, и чем она шире, тем мощнее карта. 128 бит скорее обычный уровень для средней видеокарты. Процессор внутри тоже простой, с частотой 1552 МГц. Для сравнения, у модели с первого места частота 2595 МГц. Карта сама по себе простая, тяжелых компонентов не имеет, поэтому для запуска игр на максималках или рендеринга не подойдет. Но если использовать ее по назначению, например, для базового фотошопа, премьера или простых игрушек, то нам это только на руку. Система охлаждения с двумя вентиляторами работает не на максимуме, так как видюха не греется выше 70 градусов и, что важно, работает без лишнего шума. Да, и для подключения особо мощный блок питания не нужен. ТДП этой видюхи 130 Вт. Интересно, что можно выжать из игр с такой видеокартой? А я вам расскажу. Если провести тесты в ПК, который никак не ограничивает производительность карты, при Full HD разрешении в Alan Wake получится 42 FPS. В Аватаре 60 кадров с просадками до 45. В Baldur's Gate на высоких 69 FPS. В Cold War с включенным DLSS даже выше 100 кадров можно получить, поэтому видеокарте тоже нашлось место в рейтинге. Немного поинтереснее и, соответственно, подороже. Гигабайт GeForce RTX 3060 Gaming. С приставкой Gaming сам Бог велел запускать на этой видюхе игры Full HD и надеяться на 60 FPS. Забегая вперед, у видюхи это получается достаточно уверенно. Для начала тут 12 гигабайт видеопамяти с частотой 15 тысяч МГц, что уже серьезный шаг вперед относительно прошлой 3050. Плюс к тому разрядность шины выше 192 бита. Да, это еще средний уровень, но все веселее. Тут и процессор помощнее, с частотой 1837 МГц. В совокупе это дает хороший прирост производительности, но и, конечно, повышение температуры. Чтобы с ними справляться, тут уже 3 винта для охлаждения. Еще гигабайт использовали всякие умные технологии по снижению температуры, нам в это вдаваться нет смысла. Главное, что при повышенном ТДП видеокарта не греется выше 75-80 градусов. А как она тянет игры, давайте посмотрим. Если взять ПК, в котором ни процессор, ни память, ни материнка вообще никак не ограничивает видеокарту, а лишь дополняет ее, то вот какие результаты получились на тестах. В Cyberpunk 2077 на высоких Full HD видюха стабильно выдает около 60 кадров в секунду. С DLSS, который дополнительно увеличивает производительность видеокарты на основе нейросетей, еще кадров 7 прибавляется. Watch Dogs Legion на Full HD 45 FPS. С DLSS поинтереснее, уже стабильная 60 вырисовывается. Red Dead Redemption 2 и без того 57 FPS выдает, поэтому с этой RTX 3060 можно смелее запускать AAA игры, и даже не на минималках. Ну и если говорить о работе с 3D графикой, то тут тоже тяжелые проекты просто побыстрее грузиться будут, если не вдаваться в цифры бенчмарков. Ну а если рассмотреть что-то из актуальной 40-й серии, то в среднем сегменте можно взять Polit GeForce RTX 4060 Ti Jetstream.
Такую можно и в качестве апгрейда рассмотреть. Вообще ее стоит брать для максимально комфортного гейминга Full HD и работы в 3D-программах на уровне middle специалиста. Но можно рассмотреть и для 2К гейминга на уровне хотя бы попробовать. Так, тут уже 16 гигабайт памяти с частотой 18 тысяч МГц. Шину, правда, резанули до 128 бит, но компенсировали повышенной кэш-памятью и апгрейднутым процессором. Он на новой 5-нанометровой платформе с частотой 2310 МГц. При улучшенном железе эта видеокарта потребляет не так много энергии, заявлено ТДП 165 Вт. Поэтому тут ни какой-то мощный блок питания не нужен, ни охлаждение особенное. Хотя тут 3 винта, чтобы наверняка проблем с температурами не было. Как показывают тесты в играх, их нет. И вот на какую плавность можно рассчитывать. Atomic Heart, Cyberpunk, Baldur's Gate на ультрах Full HD в среднем 80-120 FPS. 2К тоже можно включить, но далеко не каждый тайтл пойдет без DLSS и с лучами. Поэтому при 2К разрешении 60 FPS в AAA играх возможны, но не везде и не слишком-то стабильно. В рабочих программах 4060 Ti хороша. Blender она грузит быстро. Результаты в Stable Diffusion и DaVinci недалеко ушли от старшей RTX 4070. Только в премьере есть просадка из-за недостаточной ширины шины. Тут кэш-память не вывезла, поэтому даже RTX 3060 Ti на несколько секунд ушла вперед. Так что из более-менее недорогого сегмента у вас в руках вот эти 3 видюхи. Если бюджет переваливает за сотку и нужен ПК для самого хардкора, смотрите дальше. Тройку лидеров открывает MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X. Эта видюха позиционируется как лучшее решение для 2К гейминга. На самом деле, по своим параметрам она даже как будто избыточна. Но если говорить про монитор на 144 Гц, то нам это только на руку. Внутри 16 гигов видеопамяти с частотой 1800 МГц. Разрядность шины не детская, 256 бит. И процессор на современной архитектуре с частотой в 2640 МГц. С таким железом карта потребует около 285 Вт. Да, обычным блоком питания на 500 Вт и воздушным кулером тут не обойтись. Понадобится и годное охлаждение, возможно даже СЖО. И БПшник приблизительно на киловатт. Все-таки тут и процессор должен быть серьезным, типа Ryzen 7 5800 X3D. Поэтому охлаждать это дело придется упорно. Кстати, на канале есть рейтинг лучших систем водяного охлаждения для ПК 2024 года. Можете глянуть, если планируете покупать еще и охлаждение. Из нюансов. Подключение не по стандартному 8-пин разъему, а по 12 VHP-WR, который так многих раздражает. Но куда деваться, переходник в руки и вперед. 8 пин мы уже все равно больше не увидим. А сейчас давайте посмотрим на тестах в играх, за что вообще такие деньги выкладываем. В Tomb Raider при 2К разрешении на ультрах выходит около 195 FPS. Battlefield 2042 160 кадров. Стражи Галактики 149. При этом можно подключить и трассировку лучей. Но тогда цифры будут не такими интересными. VF1 2022 123 FPS. Dying Light 2 66 FPS. Spider-Man 93 FPS. Если говорить о работе в программах для создания контента, то в Blender рендеринг 50 сэмплов занимает 82 секунды. В V-Ray бенчмарке набирается 2,5 миллиарда путей в минуту, а в LuxMark 10 тысяч кейсэмпл в секунду. С такими показателями карта отстает только от топовой версии RTX 4080 и 4090. Кстати, об RTX 4090. Та самая карта, на которую по большей части можно только посмотреть, так как стоит она больше 300 тысяч. Но не добавить ее в рейтинг тоже неправильно. Поэтому на втором месте полит GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Между прочим, это одна из самых дешевых версий 4090. Это топовый вариант для тех, кому не важен ценник. Если есть задача купить лучшее, что есть на рынке для максимально мощной сборки ПК, и не заморачиваться с производительностью еще кто знает сколько лет, то берем вот эту 4090 и закрываем вопрос с видеокартой. В основном такое можно посоветовать для работы на профессиональном уровне с 3D-моделированием, рендерингом, графикой. Для таких целей тут стоит 24 гигабайта видеопамяти с частотой 21 тысяча МГц, плюс широченная шина на 384 бита и процессор с частотой 2610 МГц. В совокупе эта видюха кушает около 450 Вт. Поэтому нужно ли говорить о важности самого топового охлаждения, блока питания и процессора? Думаю, нет.
Теперь стоит философский вопрос. А стоит ли приводить в пример возможности работы этой видеокарты? Или и так понятно, что это лучший из лучших вариантов, претензий к которому предъявлять нет смысла, потому что еще круче пока нет? В целом, необходимости в этом нет. Поэтому просто уточню, что во всех тестах видюха на ультраграфике с лучами вывозила любые игры в 4К. Некоторые тайтлы можно вообще и в 8К подрубать с включенным DLSS. Но это уже совсем уж узконаправленная тема для энтузиастов. В синтетических тестах на рендеринг этой карте тоже никто не смог составить конкуренцию. Впрочем, разве могло быть по-другому? Ну и остается лишь гигабайт GeForce RTX 4080 Super. Это для тех, кому на RTX 4090 не хватает. Ну уж очень хочется и поиграть в 4К, и работу тяжелую поработать. Эту карту по логике можно назвать золотой серединой между флагманом и RTX 4070 Ti Super. Но по ценнику это 4080 от гигабайта все-таки ближе к 4070. Базово тут 16 гигов видеопамяти с повышенной частотой в 23 тысячи МГц. Шина, конечно, попроще, на 256 бит. Но процессор на 2595 МГц и увеличенная кэш-память хотя бы немного компенсируют недостачу. При таком железе радует потребление до 320 Вт. В пике на тестах виднелось 340. Но в любом случае это более-менее адекватная цифра. При этом видюха хорошо охлаждается и делает это не так шумно. После многочасовых нагрузок в бенчмарках температура не превысила отметку в 62 градуса, поэтому в целом к охлаждению не придраться. Прогоняли эту 4080 Super в игровых и синтетических тестах. В 3D Mark она ушла вперед относительно базовой 4080 и на 20% обогнала конкурента AMD RX 7900 XTX. В бенчмарке Bird Memory RTX карта уже на 10% отстала от 4090. Ну а в вычислительных тестах Cinebench 2024 в пух и перья ушла от конкурентов, только обычная 4080 лишь на пару процентов отстала. Поэтому с рабочими задачами эта 4080 Super справится, конечно, не так хорошо, как 4090, но все равно быстро и лучше, чем какие-нибудь другие варианты. В играх, если сразу врубать все на максимум в 4К разрешении и с трассировкой лучей, получается так. Spider-Man выдает 100 FPS, Cyberpunk 162 кадра, God of War 130, колда Modern Warfare 110 FPS. В общем, если рубиться в тайтлах, поддерживающих DLSS, монитор на 144 Гц можно брать смело. Поэтому эта RTX 4080 Super от Gigabyte отлично подойдет и для 4К гейминга, и для быстрой работы в программах с 3D графикой, и платить больше 200 не придется, за что и занимает первое место в рейтинге. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.